Всем привет! Сегодня начинаем плести вот такой пуф. Вполне себе хороший пуфик с мягкой сидушкой. Внутри у него пластиковые бутылки. Но вот этот пуф я плела без камеры. Первый раз. В общем, были кое-какие косяки. Сейчас я уже буду плести без косяков и, соответственно, показывать вам. Сегодня я покажу, что какие трубочки мы будем крутить, и объясню, какие трубочки должны быть для больших вещей. Ну, в частности, для, допустим, пуфиков. Ну, кто-то кресло хочет, например, я хочу и стол, и кресло. И вы все обязательно увидите. Поэтому подписывайтесь на канал смелее, если вы здесь впервые. Крутим трубочки. Это вот сидушка. Я брала в светофоре табуретки года 2, наверное, назад. В общем, они прослужили не больше года. Отвалились ножки, но остались вот такие сидушки. Они, ну, немножко мягкая. Вот я решила их использовать в пуфике. Но об этом будет в следующем видео. Сегодня о трубочках. Значит, плести я буду из бумаги для выпечки. Ее я тоже брала в светофоре. Она дешевая, стоит 34 рубля. Она шириной 30 сантиметров. В длину написано 30 метров, но там их нет. От силы 18. В общем, уже не один рулон перемерен. И нет там 30 метров. Кто-то у меня спрашивал, какой плотности пергаментная бумага. Здесь ничего не написано, какой она плотности, но она тоньше, чем потребительская, обычная, к которой мы привыкли. Мне очень, скажу, вот мне очень понравилось с ней работать, плести что-то с нее. И я, если честно, уже с потребительской ничего не хочу делать. Так, на тот пуфик у меня ушло 5 рулонов. Ну вот считайте, как бы обычной потребительской тоже ушла бы пачка. И эти 5 рулонов, в принципе, по цене одно и то же приблизительно, да? Так, как я ее режу? Кто-то мне писал, что бумагу для выпечки можно резать по любой стороне. Не скажите. Все равно нужно резать вдоль волокон. Что такое вдоль волокон, если вы не знаете? Это когда бумага рвется ровно. Вот видите, ровный. Нежели вот так она неровно рвется. Поэтому сейчас я вот здесь отрежу немножко. Как я ее сейчас буду наматывать. Я пробовала, конечно, вот так отрезать, крутить, но все равно трубочки какие-то не те получаются. Как ежели мы вдоль волокон будем делать, ну как обычно, да. У меня есть вот такая загонка. Здесь еще что плюс, можно нарезать любой длины. У меня вот такой шаблончик, он в длину 35 сантиметров. 34, вру. И трубочка у меня выходит 35-36. Значит, что я делаю? Я просто начинаю мотать. Раз, два. Вот здесь вот ровно края складываю. 3. Ну, обычно я вот там наматываю 10 полосок, но сейчас я этого делать не буду. Это будет долго. Вытаскиваю. И вот здесь примяла и разрезала. Пользуюсь я обычным ножом, даже не канцелярским. Главное, чтобы он был острый. Ну, у этого он тоже лезвие тонкое. И он меня вполне устраивает. Разрезала. Перевернула. Сложила их одинаково. И вот эту полосу я теперь буду делить на 3 части. То есть ширина полосы у меня получится 10 сантиметров. Вот таким образом. Вы увидите все от начала до конца в этом пуфике.
то очень бывает у меня много вопросов. Итак, бумага с одной стороны она лощеная, ну такая вот блестящая, с другой стороны она матовая. Какой стороной крутить? Значит, что хочу сказать. В принципе, вот меня сейчас устраивает ее оттенок. Красить я ее не буду. Вот видите, она очень подходит к цвету моей сидушки. Поэтому я ее не буду красить. И в принципе крутить-то можно любой стороной наружу. Но лучше всего, если глянцевая сторона будет наружу. Объясню. Если вы соберетесь красить, если матовая сторона будет наружу, она начинает махриться. И вот, чтобы этого не произошло, я крутила их, чтобы глянцевая сторона была снаружи. Так я и буду делать. Значит, что нужно уяснить? Трубочки для больших вещей должны быть как можно плотнее и как можно меньше пустыми. То есть полоса должна быть широкой, а спица должна быть тонкой. У меня в данном случае ширина полосы 10 сантиметров, спица у меня 1,5. Клеить я буду вот таким клеем. Я его покупаю в фикс прайсе. Очень хороший клей. Пока он меня устраивает. Я не знаю, вот кто-то мне писал, что не может склеить пекарскую бумагу. Ничего подобного. Лично меня все устраивает. И мы будем крутить обычным способом наши трубочки. Главное, чтобы спица была тоненькая. Ну, конечно, миллиметровка совсем не подойдет, а вот 1,5 или 1,2 вполне себе прекрасно будет. И вот так вот я мажу клей. Видно? Вот таким образом кручу, но я не выгоняю клей пальцами, не выгоняю, я его оставляю. Вот здесь вот только на самом кончике я немножко прижимаю. И у меня на пальце вообще не остается клея. Клей весь внутри, он склеивает трубочку. Я не знаю, почему они у вас раскручиваются. И вот когда полоска широкая, а спица тонкая, в трубочке очень мало пустоты, и она очень прочная. Она ну, почти как вот лозовый вот прутик, да, вот, когда из лозы плетут, вот почти как вот этот прутик. Красить я ее не буду. Кручу глянцевой стороной наружу. То есть матовая у меня здесь, я закручиваю, и получается глянцевая наружу. Красить я ее не буду, потому что оттенок меня устраивает вполне. Я их просто обработаю. Ребята, ну, как я их обрабатываю, я не буду снимать. Я вам оставлю ссылочку на то видео, где я обрабатывала вот такие трубочки. И вы посмотрите. Ссылочка с моего второго канала, поэтому, если вы на него не подписаны, заодно перейдете и подпишитесь, хорошо? Ну вот, в принципе, наверное, на сегодня все. Про трубочки я вроде все рассказала. Вот такие трубочки я буду крутить, пока не откручу сразу 5 рулонов, чтобы потом мне не дергаться, чтобы вдруг мне не хватило. Я уже понимаю, что 5 рулонов мне достаточно. Высота пуфика у моего будет как высота бутылки полторашки. 36 у меня получилась высота. Ну и, соответственно, потом мы начнем с вами уже плести. Будем прикреплять стойки к крышке и все такое прочее. Да, у меня есть телеграм-чат, где вы можете добавиться, задать какие-то вопросы. Нас там уже больше 100 человек, поэтому все умеют плести, все друг другу дают ценные советы. В частности, вот по моему пуфику тоже мне давали советы. Ну, на сегодня пока все. Крутите трубочки, готовьте. Скоро будем плести. Всем пока.